Вселенная полна призраков, и это не поэтическая метафора и не попытка навести туман мистики на историю, а буквальное описание того, что проходит через нас каждую секунду. Не тех призраков, что таятся в выдуманных историях о заброшенных домах, а тех, что появились задолго до возникновения Солнца и Земли. Эти частицы — мионы, невидимые гости Вселенной, рожденные вдали от нас, но постоянно присутствующие рядом. И именно они стали ключом к двери, которую человечество пыталось открыть веками, двери в сердце Великой пирамиды Гизы, сооружение, которое почти 5 тысячелетий стоит на плато Гиза как немой страж, как вызов нашим знаниям, как загадка, отказывающаяся поддаваться объяснению. Пирамида пережила пророков, империи, войны, разрушение цивилизаций, изменившиеся религии и науки. Она наблюдала рождение алфавита, колесницы, компаса, книгопечатания, ракет, самолетов, компьютеров и спутников. И все это время она молчала. Люди проникали внутрь, прокладывали ходы, пробивали стены, составляли карты, изучали каждый известняковый блок, но тайна оставалась нерушимой. Мы считали, что знаем все о ее структуре — коридоры, камеры, шахты, разгрузочные полости. Но то, что произойдет в 21 веке, опровергнет уверенность поколений исследователей. Великая пирамида скрывала нечто столь тщательно спрятанное, что ни один древний текст не упоминал его, ни один чертеж не фиксировал, а ни один археолог за всю историю исследований даже не предположил его существование. И чтобы обнаружить эту тайну, необходимо было обратиться не к археологии, не к архетипам древних инженеров, не к текстам Геродота, а к физике субатомных частиц, к тому, что пронизывает саму материю мира. Но прежде чем перейти к открытию, стоит осознать масштаб феномена, на котором оно основано. Представьте себе, где-то в дальних спиралях Млечного Пути умирает звезда. Ее внешние оболочки взрываются, превращаясь в гигантское облако плазмы, а ядро схлопывается в нейтронную звезду или черную дыру. В этот момент рождаются потоки протонов и других частиц, устремляющихся во все стороны. Некоторые из них путешествуют миллионы лет, пока не достигают нашей атмосферы. Столкнувшись с молекулами воздуха, они порождают целую лавину вторичных частиц, среди которых мионы — тяжелые родственники электронов. Они живут миг, миллиардную долю секунды, но движутся так быстро, что благодаря релятивистским эффектам этот крошечный миг для них растягивается, позволяя пролететь десятки и сотни метров сквозь плотную материю. Каменные массы поглощают часть мионов, плотные блоки их отклоняют, а пустоты пропускают почти все. Если поместить детекторы в нужные точки, можно использовать этот природный поток как гигантский рентген, просвечивающий объект насквозь. И вот в начале 21 века группа ученых из Японии, Франции и Египта решила применить эту технологию к Великой пирамиде. Проект получил название Scan Pyramids. Это был не просто научный эксперимент. Это был вызов тысячелетней тайне. Ученые установили внутри пирамиды детекторы разных типов. Японцы использовали ядерные эмульсионные пластины, похожие на высокоточные фотоматериалы, фиксирующие каждый след миона. Французы применили газовые камеры, способные определять траектории частиц в реальном времени. Египетские специалисты обеспечили доступ, безопасность, контроль за состоянием памятника. Данные собирались месяцами. Мионы один за другим проходили через тело пирамиды, оставляя свои следы в детекторах, невидимое письмо, которое нужно было расшифровать. Компьютеры анализировали траектории триллионов частиц, создавая трехмерную карту плотности. Это была работа, подобная медленной съемке Вселенной. И однажды, в 2017 году, на экранах исследователей появилось то, чего никто не мог предвидеть.
Прямо над Большой галереей, гигантским наклонным коридором внутри пирамиды, обнаружилась область пониженной плотности. Пустота. Но не маленькая полость или строительный зазор, а пространство длиной около 30 метров, высотой и шириной, сравнимое с фюзеляжем пассажирского самолета. Пустота размером с 8-этажный дом. Ее назвали «Большой Войд». Это открытие потрясло научный мир. Почему такой огромный объем скрыт? Для чего он служил? Почему нет ни одного упоминания? Одни исследователи считали, что это мог быть тайный зал ритуального назначения, другие — утраченная царская камера, третьи — гигантская разгрузочная структура, созданная, чтобы уменьшить давление на галерею. Но если это просто инженерная полость, зачем ее так тщательно скрывать? Почему другие разгрузочные камеры, например, 5 полостей над камерой царя, были известны, а эта огромная область оставалась тайной? Чтобы понять смысл Большого Войда, нужно рассмотреть другие странности пирамиды, которые десятки лет сбивали исследователей с толку. Камера царицы — загадочное помещение, не имеющее прямого отношения к погребальной функции. Из нее отходят 2 шахты — северная и южная. Они настолько узкие, что человек не может в них пролезть. В 90-х годах XX века инженер Рудольф Гантенбринг создал робота УПОАТ-2, который провел исследование южной шахты. Робот полз вверх и через 65 метров наткнулся на гладкую дверцу с 2 медными пластинами. Это был первый случай использования металла внутри пирамиды в таком контексте. Никто не знал, что скрывает эта дверца. Позже, в начале 2000-х годов, ученые просверлили маленькое отверстие и вставили камеру. За дверцей оказалась небольшая полость и 2-я каменная плита. Вместо ответов их ждали новые загадки. Над камерой царя в 5 разгрузочных полостях были обнаружены надписи рабочих. Там были указаны названия бригад и даты. Но среди всех надписей есть одна особенно странная. Те, кто хранит тайну. Долгое время ее игнорировали, но после открытия Большого Войда вопрос стал куда острее. Что за тайну они хранили? Еще одна улика — астрономическая ориентация шахт. Северная шахта указывала на полярную звезду эпохи Хуфу, южная — на пояс Ориона, где в египетской мифологии пребывал Осирис, владыка загробного мира. Значит, пирамида была задумана как космический механизм перехода души. И если так, то пустота над галереей могла быть частью этого сакрального устройства. Но, чтобы узнать правду, одного сканирования было недостаточно. Нужно было проникнуть внутрь. И в 2023 году это удалось. Ученые решили использовать метод эндоскопии, просверлив крошечное отверстие в естественном шве между гигантскими шевронными камнями над оригинальным входом. Сверло работало медленно и осторожно, ведь малейшая вибрация могла повредить камень. Когда отверстие было готово, в него ввели тонкий эндоскоп с камерой. Камера показала длинный, грубо обработанный коридор длиной около 9 метров. Он был пуст, без украшений, без надписей. Сводчатый потолок указывал на то, что коридор служил разгрузочной конструкцией. Он был частью инженерного процесса, а не скрытой камеры. Но если коридор всего 9 метров, то где остальные 20? Повторный анализ мионных данных показал, что Большой Войд — это, вероятно, сложная система. Коридор — лишь один ее элемент. Остальное пространство может состоять из меньших пустот, воздушных зазоров или других временных полостей, образовавшихся в процессе строительства. Пока одна команда изучала внутренности пирамиды, другая исследовала западный некрополь. Там, среди моста Пылиты, находился странный пустой участок. Георадар выявил под ним L-образную структуру, а под ней — громадную подземную аномалию около 10 на 10 метров.
Это мог быть вход в подземный комплекс или забытая гробница. Геродот писал о залах под Гизой, и современные технологии вдруг начали подтверждать древние легенды. Все это заставило посмотреть на пирамиду иначе. Она не просто монумент и не просто гробница. Это многослойная структура, построенная поэтапно, с временными рабочими полостями, инженерными решениями, сакральными ориентирами и скрытыми уровнями. Пирамида — как гигантский каменный организм, который рос, изменялся и адаптировался во время строительства. Это и инженерный шедевр, и астрономическая модель, и ритуальный механизм. И, возможно, Большой Войд является частью замысла, который мы пока не можем расшифровать. Великая пирамида молчит, но в ее молчании — сила. Она выдержала 4,5 тысячелетия любопытства. И теперь, когда космические частицы стали нашими помощниками, мы, наконец, приблизились к пониманию ее истинного устройства. Но главный вопрос остается. Что именно скрывается внутри Большого Войда? Почему он был замурован? Был ли это инженерный инструмент, священное пространство или часть комплекса, который включает в себя не только надземные сооружения, но и подземные города, каналы и залы? Может быть, Великая пирамида — это вершина огромной невидимой системы, где Большой Войд — всего лишь входной элемент, как пароль в древней архитектурной машине. И если это так, то мы стоим лишь на пороге самой большой археологической революции XXI века. Пирамида еще не сказала своего последнего слова. Она ждет, как будто знает, что грядут новые технологии, новые идеи, новые поколения исследователей. И каждый новый луч, каждый мион, каждое сканирование приближает нас на шаг ближе к разгадке ее истинной цели. Великая пирамида — не просто камень, это память, это код, это послание. И мы только начинаем его читать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.